Он нарушил главный закон дикой природы — не вмешиваться. Но спустя время дикая рысь вернулась, чтобы доказать — это было не зря. На окраине горного участка в штате Монтана фермер по имени Майкл Джонсон однажды заметил рысь. Она сидела у границы его поля, неподвижно, спокойно, словно наблюдала за ним. В ее взгляде не было страха, только осторожность. Через несколько дней появилась еще одна, самец. Так Майкл понял, его земля стала убежищем для дикой семьи рысей. Он не прогонял их, не пытался приблизиться, лишь наблюдал издалека, уважая их мир. Прошло время, и у самки появились котята. Маленькие, неуклюжие, они резвились в высокой траве, впервые открывая для себя этот мир. Майкл часто замечал их из окна, и в его душе впервые за долгие годы появилось тихое, теплое чувство. Но однажды все изменилось. Он услышал слабый, едва различимый писк у старого дерева. Подойдя ближе, Майкл увидел крошечного котенка. Он лежал один, почти не двигался, слишком слабый, чтобы выжить. Фермер замер. Он знал, в дикой природе нельзя вмешиваться. Это закон. Но уйти он не смог. Гарольд осторожно взял малыша, принес его домой, согрел и начал выхаживать. Кормил каждые несколько часов, почти не спал, переживал за каждое его движение. День за днем котенок креп, начинал бороться за жизнь. Со временем он окреп, стал ходить, а потом следовать за человеком, словно полностью ему доверяя. Майкл назвал его Эш. Понимая, что дикому животному не место рядом с человеком, он обратился к специалисту по дикой природе. Вместе они подготовили котенка к возвращению в лес. И однажды вечером произошло то, чего он не ожидал. На краю поля появилась та самая рысь, мать, уже с подросшими котятами. Эш насторожился, тихо позвал, и мать ответила. Майкл открыл вольер. Котенок сделал шаг, затем еще один, и медленно подошел к своей семье. Рысь внимательно обнюхала его, словно убеждаясь, что это он, а затем спокойно развернулась к лесу. Эш пошел за ней. Перед тем, как исчезнуть среди деревьев, он на мгновение обернулся. Прошли годы. Рыси возвращаются на эту землю каждый сезон. И Майкл знает, для них это место стало безопасным. А однажды взрослая Эш пришла снова, уже со своими котятами. Она остановилась, посмотрела на него, и в этом взгляде было все, словно она сказала «Я помню».